Вы даете согласие на эту запись и на ее публикацию? Да. Как вас зовут, фамилия, имя, отчество, год рождения, откуда вы? Карташов Никита Игоревич, 21.09.2001 года рождения, город Волгоград. Как вы попали в Украину, если кратко? Посадили, отправили. Через очень учение. кратко. Да, это очень кратко. Посадили, отправили. Да, Да. это- Ну, сказали то, что выдвигаемся к сторону границы, а потом уже увидел украинские флаги и все остальное. Я понял. Когда увидели украинские флаги, что подумали? Ну, что ничего хорошего не будет. В принципе, нецензурные высказывания допускаются, если вам так будет удобнее. Успели пострелять в кого-то куда-то? Нет. Нет? Почему? Я механик, как стрелять начали, я даже из машины не вылазил. И как попали в плен? Ну, получается, машина сломалась, мы 3 дня шли лесом, и там уже местным жителям сдались. Как сдались местным жителям? Как произошло это? Ну, сначала просто с ними поговорили, ну, испугались то, что нас убьют, разошлись с ними, и там уже через 3-4 часа нас в круг взяли. Я понял. Это уже вы были в той группе, там уже человек более подробно рассказал. Отвечает. Человек более подробно рассказал. А Ну, вы, сейчас... вы контрактник? Ну, вообще построили 22 числа, 22.02 сказали, то, что контрактники, типа, теперь контрактник, и все. А до этого были срочником? Да. То есть как это построили, сказали, теперь вы контрактник. А подписывали вы контракт? Нет, ну, именно подписывать какую-то бумажку о том, что контракт пришел, или еще что-то я не писал. Так вы срочник. Ну, по факту, да. Когда вы присягу приняли? Ну, 25.07.21 года. 25 июля. Ну да, 25.06 меня призвали, через месяц я, Вы были солдатом ну, в учебку попал в на учебку. Сколько вы стреляли? в учебке и потом уже тут в часть 1 раз. Сколько в учебке раз стреляли? 1 раз перед присягой. Сколько патронов? 15 там что-то такое было. А потом в части В части магазин. магазин. Готовы были к войне? Физически, морально и технически? Вообще нет, ни в каком из этих. Я понял. Ну и вот вы попадаете, значит, в Украину. И говорю еще раз, кого-то вы что-то спросили, может быть, что мы здесь забыли, вот что мы здесь делаем? Сказали то, что, ну уже потом что-то был какой-то разговор, сказали то, что мы просто проедем, ничего не будет. И все. Просто проедем. А как вы для себя этот просто проезд представляли по чужой стране? Я уже никак не представлял. Я когда заехал, меня уже все трясти начало. Вам смешно как-то так? Я не могу понять. Это может быть нервозное просто, да? Окей. А что вы можете передать россиянам, которые уже в Украине или которые сюда собираются? Сюда точно не надо ехать. И Почему? ну, во-первых, я не знаю, зачем сюда вообще они едут. И смысл, зачем нас сюда отправляли, потому что ну, тут нет ничего, никаких нацистов, как говорят, фашистов и вот этого вот всего. Сюда не надо ехать. Ну, тут страна, она живет своей жизнью, у всех своя жизнь, а они просто вторгаются в нее. Не знаю зачем. А что им делать? Ну вот призвали, вот вы знаете все наперед, вот призвали вас сейчас тут ехать, что вы делаете? Надо искать способы, чтобы не поехать, ну, как у нас говорят, в сачать, ну, самовольное оставление части. Лучше это, чем... Да. А как вы себе вообще этих представляли? Нацистов, фашистов? Там? Я не представлял, нам про это вообще ничего не говорили. Именно про фашистов, нацистов, это уже тут. Тут уже вам сказали про фашистов, нацистов. Ну да. Ну как это? За новостями мы не следили, мы жили... Путин же сказал, что денацификация, то есть, ну, это означает, что он каких-то нацистов здесь собрался уничтожать или истреблять. Вы их много увидели вообще? Ни одного, я же говорю. А города разрушенные видели украинские? Лично нет, ну вот именно... А что, по телеку не Нет, разрушали? по телеку видел, я имею в виду, вживую не видел. Ну я понял, что живую не увидел. Понимаете, что гибнут мирные люди там и все такое? Да.
Ну, дозвониться не можем мы ни до кого из Я ваших. уже позвонил 8 раз отцу, он сбрасывает. Он видит номер и он сбрасывает. Давайте, не знаю, матери попробуем. Давайте. Я просто номер плохо помню. Я остановлю Останови. запись, чтобы номер не попал в эфир и потом его не использовали. Мам, Привет. Привет, мой любимый. Как Привет. ты? хорошо, Никит, как ты? хорошо, хорошо. Мам. Расскажи, как у тебя здоровье? Да все хорошо у меня. Вы там как? Точно? Да, да. Я не могу, не сплю, не ем. Каждый день про тебя думаю. Да все, Каждую минуту. хорошо, не переживай, все нормально. Я живой. Ты папе не звонил? Нет? Че? Ты папе не звонил? Он не ответил. А, Господи, может, скоро все закончится. Может, скоро будет обмен пленных. Вам ничего не говорят? Ну, говорят то, что будет обмен, а когда что, не говорят. Ну, ты кушаешь, что? Да, да, нас кормят, все хорошо. Не обижают вас? Да не, все хорошо. А вас что, много там человек? Ну, говорят много. Именно пленных всего. У вас там все хорошо? Ну да, все нормально, только все мысли про тебя у всех, все плачут, все молятся, в церковь ходят. Да все хорошо будет. А в комитет матерей там куда-то обращались? Что она сделала? Что они сделали? Ну ясно, я тебя люблю, целую и жду. А вы куда-нибудь обращались, там, звонили кому-нибудь? Куда ты имеешь в виду? Ну, не знаю, там комитеты, там какие-то комитеты есть. Вот. Сейчас. Ну везде, и в Минобороны, они каждый день звонишь им туда, а у них каждый день сведения обновляются. Звонишь вечером, допустим, они говорят, его нет в списке пленных. Мы же все переживаем, опять звоним. Ну так как же вас обменяют, если у вас нет в списке пленных? А? Ну, я журналист, здравствуйте, меня Владимир зовут. Как вы себе представляете, что его обменяют, вот вы ждете обмен, да, если его даже в списке пленных нет? Не поняла, еще раз скажете? Ну, если его в списке пленных нет, то как его обменяют в качестве пленного? Нет, они говорят, что есть потом. То говорят, что нет, то говорят, что да. А, так. Вроде, что есть. Вы знаете, сколько пленных? Не поняла, еще скажете? Зачем я это слушаю? Вы знаете, сколько всего пленных? Нет, не знаю, конечно. Откуда же я знаю? Нам никто ничего не говорит. Более 1200 солдат в плену находится. Ваш сын сейчас скажет, сколько убитых, 15 тысяч почти. сколько раненых. Не знаю. Убитых более 15 тысяч, раненых более 40 тысяч человек. Своего сына вы можете посмотреть сегодня видео на телеграм-канале «Ищи своих». Вы можете посмотреть, что он жив, здоров, его кормят, у него все хорошо, в отличие от наших граждан. Да, и если можно еще один вопрос. Как вы относитесь к тому, что происходит в Украине? Да, конечно, плохо отношусь. Ужас, что происходит везде, во всем мире и на Украине. А кого вините вы в том, что происходит в Украине? Да я в этом вообще не понимаю, ни в политике, ни в чем. Стандарт, хорошо договариваюсь. Просто страшно, что сын ушел служить и ничего не знал, и так вот получилось. Он же тоже ничего не знал и не хотел этого. Алло, мам. Алло, Да. слышишь? Да, слышу. Все хорошо будет. Ну хорошо, скажи спасибо, кто к тебе хорошо относится. От меня хорошо. Да. Скажи, сколько раз ты кушаешь в день? 3 раза в день. Ваш сын кушает 3 раза в день. А у нас люди сидят в подвалах под вашими бомбежками. Да я знаю, извините, спасибо вам большое, дай Бог вам здоровья. Да ничего, вы не интересуетесь политикой. Вам же все равно, что у нас происходит. Вы, главное, политикой не интересуетесь, да. Да и не то, что не интересуюсь, я не знаю уже кому что верить. Все же говорят... Все, не знаете. Ваш сын ест 3 раза, он в плену, а у нас люди в подвале сидят без воды и без еды. Не знаете, кому верить, не знаете. Посмотрите украинские каналы по интернету. Вы все увидите, что здесь происходит.
Ладно, все, не хочу Да, никого договаривайтесь терроризировать. на минуту. Да. Слышишь? Алло. Алло, мам. Да, я слышу, Никит. Ты меня слышишь? Да. Ладно, давай. Ну давай, целую тебя, обнимаю. Давай, я тебя. Целую пока, люблю. Давай, пока. Совершить? Да, скажите, Никита, как быть с с российским пофигизмом к своим же людям и к их же судьбе? Ну, вы имеете в виду то, что вот меня там, допустим, в списке пленных нет или... Это даже не это уже ваши внутренние проблемы. У вас нет в списке пленных и многих других нет в списке пленных только потому, что они боятся показывать реальный список пленных. Это как бы каждому понятно. Это я понял. Я имею в виду, вот россияне вроде все вроде они понимают даже, да, вот вроде бы вот ваша мама понимает, что вы в плену, понимает, почему вы попали в этот плен, понимает, что здесь происходит, что российские войска идут в суверенное государство. И все равно мы слышим эти ответы: я политикой не интересуюсь, и я не знаю, кому верить. Вот как вот с этим? Ну, у нас как минимум по телевизору говорят, ну, вот то, что, допустим, было, да, вот с 2014 года, да, воюют, у нас про это вообще никто ничего не знает. У нас сами СМИ, они ничего не говорят. А вот именно что-то искать в интернете постоянно блокируют, тех, кто хочет что-то сказать, их сажают. И это Вас это устраивает? нет. А что вы сделали для того, чтобы поменять? Вы рабы. Вы знаете, у меня такое впечатление, что вот в школе учили людей, что 2 плюс 2 4 будет, да? А вот россиянам для того, чтобы убедиться, что 2 плюс 2 4, им надо включить 60 минут Скобеевой, и чтобы она им там сказала, что 2 плюс 2 4. А она им может сказать, что 6. И они скажут: да, 6. Мы не знаем уже, кому верить. Нет. Потому что есть факты, как бы очевидные факты, да? Вы здесь. Понятно, как вы попали. Понятно, что суверенное государство. Понятно, все вроде бы налицо. Мы не знаем, кому верить. То есть вот люди отказываются видеть очевидные факты. Вот, ну, это даже уже, наверное, никакой вопрос. Я не знаю. Даже просто. Мы просто показываем для россиян, как вы докажете, например, что вы не актер, это не постановочное видео, и вас никто не заставлял это все говорить. Потому что они об этом пишут. Как доказать? Ну, документы у нас забрали, телефоны тоже, перед тем, как мы на границу выехали. Не знаю, если будет обмен, то в соцсети я выложу, напишу. Можете у меня сами все спросить. Ну, потом уже, как нас поменяют. Или, ну, что-то как будет, как я окажусь на территории России. Я дам знать, ну, сами сможете у меня спросить. Лицо у меня, думаю, не поменяется. Из какого вы города еще раз? Город Волгоград. Город Волгоград. А что там такое примечательное в Волгограде есть? Мать Родина, дом Павлова, панорама. Много В какой всего. школе вы учились? МОУ лицей номер 9. Классный руководитель? У нас их несколько поменялось. Сначала Наталья Николаевна была, потом учитель физры, химии. Передайте им что-нибудь. Скажите всем своим школьникам именно мужского пола, что в армии делать нечего и идти в армию им точно не надо в ближайшее время, пока у нас как минимум правительство не поменяется. Вы с нами общались добровольно? Да. Вас готовили к этому диалогу? Нет. Ты так спрашиваешь, вы с нами общались добровольно, как будто бы, ну, типа, вариантов как бы ответа нет. Я человека вижу 13 минут 55 секунд. Предлагаю Давай на закончить. этом и закончим, да, уже запись. Спасибо.